Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Лев. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 августа. Давайте с вами узнаем, о чем нас хотят уведомить карты, что спешит в вашу жизнь, какие события в эти 10 дней вас могут ожидать. И вначале мы достанем 3 карты. Мы не задаем вопросы, просто позволим как потоку или подсказкам Вселенной разложить для вас какую-то палитру событий. И именно событий, потому что первая колода 78 дверей. Это метафорические карты, и они действия изображают. А потом дополним картами Таро. Итак, что же для вас будет важного в эти 10 дней? Или с чем вам придется столкнуться, какие вопросы придется улаживать, может быть. Или в целом какая-то тема, которая выйдет на первый план с 1 по 10 августа. Это как знаки судьбы, назовем так. Первый, второй, как будто вторая карта просилась. И третий знак судьбы. Что же прояснится? Что прояснится с 1 по 10 августа? А знаете, что прояснится? Какой-то тупик. Вы либо будете искать нужную информацию, или по конкретному вопросу из этого тупика захочется выйти. Это словно нам вот в мишень в эту надо, в яблочко, что называется, попасть. Но двойка мечей, она еще и может говорить о том, что есть два варианта. И вам нужно из чего-то выбирать. Либо выбор, либо, такое, знаете, если мы сказали тупик, то может быть та ситуация, когда выбор-то вам, в общем-то, знаком, а вы на что-то не решаетесь. Доброе время вообще, у нас добрые энергии августа. И это не будет длиться вечно. В целом, астрологически, август, он такой разный. И если первая декада, она призывает отдохнуть, обязательно восстановить силы, уделить внимание имиджу, здоровью, куда-то, может быть, и съездить, или сделать какой-то мелкий решительный вопрос, или дома что-то организовать, да, на что руки не доходили или все время откладывали. А уже в середине месяца там 50 на 50, и информации будет больше, уже как будто маховик истории начинает раскручиваться более быстрее. А к концу августа там, возможно, и метаморфозы. Так что же у вас прояснится? Может быть, как раз какая-то путаница и прояснится. В чем ваша сила, мои дорогие львы? Что у вас получится осуществить? В чем вы наиболее продуктивны? И третья карта. Кто или что появится неожиданно? А может быть, это все взаимосвязано. И по основным сферам жизни. Первая сфера – это ваши достижения, дела, работа, бизнес. У кого-то документы, у кого-то учеба, или согласование. Сфера финансов, любовь и личная жизнь. Итак, давайте первый знак судьбы. По пятерке мечей не жди того, кто не придет. Или не ждите от какого-то человека, мои дорогие, особенного проявления или, может быть, участия, помощи. Такое тоже может быть. Нам показана девушка, вот сама карта изображает, что делать или не делать, да? Открыты двери или закрыты. Вот, кстати, основной посыл этих карт. И вот эта дверь закрыта. Когда-то пришла девушка, присела вот так на ступеньку в ожидании. Но время прошло, и девушка состарилась, и дверь плющом заросла. Поэтому не ждите, когда кто-то проявится. Или, может быть, даже по делу. Не ждите, что кто-то сделает первый шаг. Сделайте этот шаг сами. И если даже вы услышите, что, как нет какой-то, или отказ в чем-то, так вы уже не будете терять время. И значит, это вы управляете своей судьбой, это вы все равно руководите процессом. То есть прояснить точно нужно какой-то вопрос. Наверное, двойка мечей не случайно вам перевернулась. Давайте посмотрим, а что же тут еще? Вы не просто теряете время, а вы упускаете возможности, мои дорогие. Вот об этом вам говорят карты 16-й, старший аркан и король кубков. Тоже отчасти ожидания, приятные эмоции. Очень хочется, чтобы что-то было. Видимо, по судьбе это как будто либо разрушается, либо оно уже закончилось даже, мои дорогие. И вы можете подзастрять, как и в эмоциях, или вы можете сейчас находиться на том переломном моменте вашей жизни, когда очень сложно принять какую-то реальность, действительность.
но она сложилась. Вам кажется, что что-то или вернется, или пройдет какой-то период времени и восстановится опять же. Или вдруг человек, может быть, прозреет, вот такое тоже бывает, да. Но нет, вот первая карта говорит, да нет, тут надо подводить итоги. Ты просто теряешь время. Ты сам на себя, лев, одеваешь какие-то кандалы. Ведь что такое башня? Первый прообраз – это тюрьма. Да, мы привыкли, вот тут сила привычки еще имеет значение. Мы привыкли к этим стенам. Может быть, и буквально. Мы привыкли к какой-то ситуации. Может быть, это какая-то затянувшаяся проблема, мои дорогие. И тут у каждого по-своему. У кого-то это в сфере личной жизни, у кого-то это в решении конкретного вопроса. Если вы хотите что-то осуществить, тут нужно с другим подходом рассматривать что-то однозначно. Иными словами, все равно, как будто судьба, она все расставит по местам. И рано или поздно это ожидание закончится. Но лучше раньше, потому что мы должны остаться наиболее ресурсны. И если вы куда-то словно не идете или стучите в стену в надежде, что откроется дверь, будьте реалистами, этого тоже не произойдет. Здесь именно пытается, может быть, как высшие силы Вселенная, до вас донести, мои дорогие львы, о том, что ну, есть какой-то пункт, задача, тема, человек в вашей жизни, у кого что, когда вот что-то не может продолжаться. И вы не просто теряете время, а вы даже какой-то момент упускаете. Ваша задача из этой, ну, такой аллегорической тюрьмы. Может быть, это сила предубеждения. Может быть, это и, с другой стороны, сила ваших желаний. Но не все же от наших желаний зависит. Давайте будем реалистами. А есть еще и как люди это видят, или есть и объективные какие-то причины тому, и мы на это тоже ведь это не влияем. Поэтому будьте внимательны. Время как будто пошло. Нельзя это время терять. Давайте мы узнаем третий знак судьбы. У вас сейчас ресурсное время. Снова повторяю, почему? Тройка пентаклей. Любая тройка – это всегда карта будущего. А это карта сдачи экзамена. Может быть, это такой своеобразный жизненный экзамен и у кого-то по отношениям. Уже что-то сложилось, и вроде бы есть что вспомнить, есть что-то приятное. Но вот на данный период времени есть какая-то реальность. И в связи с ней связан какой-то ваш жизненный экзамен. Даже если эта карта будет для кого-то говорить напрямую, например, вы хотите получить какой-то документ, сертификат, чтобы, ну, и быть более ресурсным человеком в плане трудоустройства, к примеру. И правда, чем больше у нас каких-то скиллов, навыков в руках или каких-либо знаний, пусть не совсем вот в той области профессионализма, какую мы рассматриваем по работе, но это где-то мы можем совместить. Тогда мы более востребованы. Об этом тоже говорит карта. Вот у кого-то будет экзамен. Но вот этот жизненный экзамен, мои дорогие, это все равно переход между прошлым и будущим. Нам человек издает, как будто этот экзамен – дверь, иными словами, в ваших руках. Куда вы поставите эту дверь или каким образом она вам будет помогать. Но в любом случае, хотя человек нам больше показан ремесленник, опять же, вот почему все то, что я сказала, я постаралась донести. Но это ведь, кто знает, нам ведь не говорит карта, может, это его собственная дверь. Я к тому, что когда мы упорядочиваем свою жизнь, и вот эти двери, да, мы их сами тогда, мы не сидим и не ждем, откроют или закроют. А это наша дверь. Кому захотим, откроем. А если сочтем нужным, то тогда мы можем это и закрыть. Вот правда, какая-то история для вас, своеобразный жизненный экзамен. Или как знак судьбы между прошлым и будущим. Проанализируйте вот так холодным умом, будет ли что-то продолжено. Так ли уж вам что-то нужно из прошлого. Или это сила привычки, или сила эмоций. Что прояснится? Вы знаете, может это прояснение касаться, откуда к вам приходят деньги или ситуации по работе. Все же паж жезлов – это больше документы, работа, финансы, ну какая-то деловая сфера. И пажи – это вестники, особенно паж жезлов. И это еще и скорость. Но это еще и выбор, особенно вот в этой колоде. Как будто нам показан паж, и он, кстати, вооружился, он сильный, он чувствует себя хорошо.
и у него в руках волшебная палочка. Вот вы ресурсный сейчас, это на самом деле так. Но как будто есть риск, мои дорогие, так и не потратить никуда эти ресурсы. Или потратить их в ожидание. А нам говорят, бесцельное какое-то или бесплодное ожидание, оно потом закончится башней. Вот для вас быть реалистами с 1 по 10 августа. Но паж жезлов может также говорить еще и о том, что по вашему самочувствию, по вашему здоровью пажи еще и обозначают именно нашу бодрость, активность. И здесь все со знаком плюс и где-то по нарастающей. Но выбор, он все-таки присутствует. И может быть с какой-то новостью или документом у вас как раз и прояснится та или иная задача, тема, отношения, которые долгое время вот это либо пауза, либо зависимая ситуация, либо что-то ни шатка, ни валка, но это именно где-то ожидание такое неопределенное. В чем же ваша сила, давайте узнаем. Ваша сила в эмпатии, ваша сила в вашем оптимизме, мои дорогие. Правда, вы оптимисты. Я должна сказать, что по преданию знак зодиака Лев, ну, как бы призван показать своим примером, как нужно правильно отдыхать, как правильно нужно жить и не забывать о себе, заботиться по части здоровья, имиджа, и не хлебом единым, да, хотя работа, конечно, и у вас одни практически какие-то более действенные на работу карты или, ну, на какие-то документы пусть, но это все равно активность подразумевается и ни разу не ожидание. Так вот, совместить дела и все-таки жизнь личную или вопросы здоровья. Мы не можем себя обесточить вот так в ноль. И по тузу кубков это когда мы учимся радоваться, когда мы учимся быть оптимистами. Может быть, вы, мои дорогие львы, именно в этом ваша сила, когда вы способны кого-то вдохновлять. Все-таки туз кубков, любовь, эмпатия, контакты какие-то, может быть, где-то и легкость на подъем. Но это все то, что называется «я хочу» или «мне это нравится». Вот в этом ваша сила. И правда, этот период, а у многих из вас дни рождения, август, это, ну, где-то ваш почти, ну, такая э, основной период августа, это все же ваш знак зодиака, хоть и у многих и в конце июля уже дни рождения, но все равно это ваш период, он принадлежит именно вам. Порадуйте себя чем-то, мои дорогие, и значит, это для вас будет какая-то совершенно необходимая перезагрузка. Ведь вот эти, кстати, карты пятерка мечей. Вообще, как, знаете, какая-то заноза. Любая пятерка – это заноза. Это не есть что-то глобальное или что-то такое конкретно важное. Да нет. Это либо сила привычки, либо какой-то деструктивный момент, который, ну, не меняет какой-то общей картины, но саднит, вот как эта самая заноза. Поэтому, может быть, из-за усталости вот что-то подобное происходит, тогда самое время отдохнуть. Тут возможности могут прийти, понимаете? Ну и правда, если мы унылые и мрачные, к примеру, мы не сможем познакомиться. Вот для кого это актуально. Если мы унылые и мрачные, мы какую-то свою одну мысль крутим по кругу, как будто гоняем в своей голове. Сломать этот шаблон или выйти вот из этого круга, это будет очень правильно. И вот как раз туз кубков обо всем об этом. Тут ведь мы можем столкнуться, вы, мои дорогие львы, какая-то персона к вам будет проявлять эту самую эмпатию, а вы можете отказаться. К примеру, я такое допускаю. Могут быть и новые какие-то контакты с людьми, причем те отношения, которые, ну пусть это даже будет дружба на первых порах, но это может вылиться во что-то очень приятное и доброе. А мы поставили перед собой какой-то заслон, потому что все время в воспоминаниях или думаем, я обязан, например, или обязана какому-то человеку, или обязана кого-то дождаться. Да тут наоборот, вот бесцельное вот это или непродуктивное ожидание сводите к нулю. Кто или что появится неожиданно? Ненужная философия, глубокая, на мелком месте. Но, тем не менее, я должна сказать, первая декада августа – это у нас ретро-Меркурий. Здесь может прийти какая-то информация по тому делу, которое вам знакомо, или человек. И это будет связано с тем, что вот эти неприятные или эмоции, или вот эта философия, она как будто
ну, снова может выйти в палитру новостную. Но все же карта нам говорит именно в этой колоде, обратите внимание. Топчан пустой, и уже не важно, какие там исписанные дневники, разлитые чернила, сам человек в макет сердца, словно как 3 жирных точки поставил, если мы говорим расставить все точки над «и». Но тут прямо 3 поставил, чтобы я к этому больше не возвращаюсь. Вот этот бесконечный дождь, какое-то бесконечное ожидание мною закончено. Мне это уже вообще неинтересно, и я даже не хочу об этом думать. И вот в тот момент, когда вы уже с чем-то определились, ну, может быть, энергетически какой-то человек конкретный чувствует, что а ведь правда, я чего-то упускаю. И такое может быть. Этот период нам может подарить, что бывшие возвращаются, и из разряда совсем не тех, кого бы мы были рады видеть. И будьте реалистами. Если прежде были проблемные отношения, то вряд ли они каким-то образом, прям волшебным образом изменились. Нет, проблемы, скорее всего, остались. Поэтому еще раз какой-то дежавю явно не стоит продолжать. А вот кто-то на вот этом ретро-меркурии может прочувствовать, что нет, дай-ка я попробую войти в реку дважды. Но поэтому прощайтесь со всем тем, что вас разрушает, что вас не радует, я бы сказала. Вам в сторону счастья. Однозначно говорят, в этом ваша сила. Все то, что я бы даже, знаете, как сказала, те люди, которые способствуют вашему хорошему настроению, оптимизму, те, которые вас именно вдохновляют, мои дорогие, вот вам с этими людьми по пути. А те, которые вам создают какие-то проблемы или ставят отношения на паузу, или создают какую-то, может быть, вокруг себя ореол таинственности. Вот всю эту таинственность, с ней лучше проститься. Не делать свою жизнь путанной, иначе вы себя можете снова погрузить в какое-то длительное ожидание. Вот именно ожидание вам как будто мешает. Ладно, дела, работа, бизнес, ваши достижения. Вы знаете, очень добрая карта будет как раз в плане переосмысления. Но ведь есть еще и другое значение. Это зависимые отношения, если мы будем говорить, да? И все то, что мы с вами долго говорили, у кого-то подобная ситуация по работе. Но, может быть, и в личной жизни, когда вы готовите документы, как раз хотите подвести уже под какую-то черту. Прежние отношения или прежний какой-то союз, может быть, контакты, может быть, это были как партнеры даже по бизнесу, по личному делу. Но вот, видимо, что-то завершается. Ведь по этой карте еще идет состояние жертвы, мои дорогие. Вот жертвенность какая-то, она вам точно не подходит никогда. Но вы, с одной стороны, можете это, знаете, прочувствовать наиболее остро и сами себе задать самый главный вопрос. Доколе я буду в этом подвешенном состоянии, все, я это завершаю. И это будет выход из лабиринта. Из какого-то сложного положения, когда, ну, наверное, пока мы сами для себя чего-то в глубине нашей души не определили, то мы и не решимся на последующий шаг. А у вас момент перехода, сдачи экзамена, и для вас категорически нельзя быть на вторых ролях. Ну, может быть, с места в карьер мы тут что-то и не поторопимся, потому что, кстати, эта карта в сюжете старший аркан, она не говорит о том, что именно в эти 10 дней вы можете тут какие-то инновационно-революционные перемены произвести. Нет, но и планетарно, транзитами нам тоже говорят о том, что это не период скорости. Я говорила об этом еще, ну, практически в самом начале. Поэтому резко мы тут что-то изменить не сможем, но изменить себя, момент перехода, да, это именно внутреннее состояние, как будто очень важно. И это будет касаться ваших достижений, работы, творчества, изучения чего-то нового или даже получения документов. Какая-то пауза должна все равно закончиться. Или когда вы все время на что-то соглашались. На вторые роли или на какой-то вариант. Подождать, например. Вот потом до тебя дойдет время. Или вот потом дойдет время до какого-то вашего очень серьезного вопроса, вымученного, может быть, буквально. И у вас уже кровь в жилах закипает от слова «подожди». Вот тут это «подожди» закончится, это точно. Что же там по деньгам? Вот с деньгами будьте аккуратны, потому что по Луне это все же неопределенности.
очертания есть, конкретики вот никакой. Два старших аркана, когда себе нельзя навредить. Но, может быть, и Луна будет говорить с одной стороны, когда мы что-то приобретаем, например, для дома. Вот тут вы можете просчитывать все-таки все то, что касается дома, вверху туз кубков, или ваших отношений, особенно для тех, кто в паре, для тех, кто не имеет вот каких-то либо зависимых отношений, или отношений на паузе, или двойственных, качелеобразных. А когда в вашей паре все понятно. Вот здесь вы можете, мои дорогие, ну, так вот думать, или даже собираться вместе куда-то, продумывать путешествие, или вам даже в вашем гнездышке будет очень приятно и комфортно находиться друг с другом. Вот, потому что очень часто карта Луна, она как раз о чувственности говорит, и вверху у нас туз кубков. Но, тем не менее, выпала на деньги, и эта карта все-таки более расчетливых действий, потому что нам говорят, ты сейчас чего-то не видишь. Выглянет солнце, и все встанет на свои места. Но если все же про деньги, а деньги один из способов взаимодействия с миром, карта нам не дает возможности, ну, торопиться с тратами, вот это точно. Потому что, ну, что-то вы тут пока можете, опять же, не видеть или невозможно просчитать, потому что обстоятельства таковы. Любовь и личная жизнь. Ну, правда, есть какое-то разочарование. Кстати, это карта искаженного восприятия. Какие-то непонятные у вас арканы. Что такое? Дайте я еще достану. И тут нам кажется, что мы либо должны находиться вот в таком месте, или нам кажется, что вот это разочарование будет всегда. Мы говорили с вами про оптимизм, да? По этой карте прежняя какая-то история со знаком минус, нам может казаться, что это будет как нон-стоп повторяться все время. Но открой глаза, вот в первую очередь нам о чем говорит карта. И холодный ум. Потому что мы должны, когда мы откроем глаза, правильно оценить обстановку. Как будто отдышаться, а после этого сделать первый шаг. Вас ничто не ограничивает. А вам может казаться, я нахожусь в ограничениях. Вам тут нужно что-то решать, мои дорогие. Просто у кого-то это будет, мы все разные. У кого-то это будет ситуация по работе или по вашим делам, достижениям, а у кого-то в личной жизни. Ну, понятно, не у всех. Поэтому для кого-то вообще все прекрасно. Я хочу достать еще по одной карте. Что это на достижение? Аркан повешенного. Пусть нам дадут. Вот смотрите, вы упускаете время, опять же. Вы упускаете деньги. Может быть, вы упускаете возможность. Восьмерка пентаклей – это когда мы, ну вот, наверное, самая лучшая поговорка, я часто ее говорю, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Ведь нам показан профессионал, который конкретно создает эти самые пентакли. И мы можем так себя сами как будто поставить на паузу, потому что мы чего-то либо не видим, либо с чем-то мы не соглашаемся, или мы что-то ждем. Если у вас, словно пространство вам хочет сказать, дорогой лев, если ты попадаешь в какой-то тупик или в какую-то ситуацию, где тебя просят подождать. Будь предельно внимательным, потому что это обещание, оно может идти никуда. Тут все зависит от тебя. Ты сейчас очень ресурсный. Кто-то, может быть, хочет и использовать, потому что вот сейчас использовать не может. Или сейчас как-то с вами провзаимодействовать не может, но очень хотел бы. Это может быть даже по работе. Почему нет? И вот будут вас удерживать в какой-то двойственной ситуации, обещая непонятно что на потом. А для вас тут, если вы, к примеру, даже по работе видите, что нет, какой-то проект не продвигается, или мне деньги обещают, но в итоге, ну, как-то вот они не продвигаются именно так, как мне обещают, или обещали какую-то должность. Тут есть какое-то обещание или ожидание, но, тем не менее, работа у тебя все получится. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но куда вы будете прилагать свои усилия? Что вы будете ожидать? Вы определяете сами. Нельзя потратить собственные ресурсы в пустоту или на чье-то удобство. Вот нам об этом. Ладно, давайте мы. Любовь и личная жизнь. Там вообще про что? Вы знаете, тут может быть усталость, когда я ничего не хочу, я уже света белого от работы не вижу. Запросто по девятке жезлов
Это, кстати, карта великой мощи в герметической колоде Таро. Это очень важно, потому что вот эти ресурсы, мы, опять же, все то, что я говорила, мы должны подумать, как мы их будем употреблять. И это только во благо самому себе. Какое-то ожидание должно закончиться. Если вы вспомните классические колоды Таро, там ведь нам часто, как за забором человек показан. За забором почему? Он еще и часто с перевязанной головой, то есть где-то он уже шишек набил. И ему, ну, не хочется, понятно, себя подвергать риску, но это не значит, что мы вечную паузу какую-то продолжаем. Вы должны выйти в конечном итоге из этого забора. И это очень осторожные действия. И нам говорят, делай все-таки первые шаги. Ты делаешь первые шаги, маленькие, какие-то осторожные. И как только ты первый шаг сделал, отдышись, осмотрись по сторонам. Что люди говорят, что вокруг происходит. Вот это будет для тебя очень важно. Потому что как и себя сохранить, так и не включиться в какие-то вопросы или не поддаться на какие-то пустые уговоры, мои дорогие. Есть такой момент. На личную жизнь тут, ну, какая-то такая ситуация. Или восстановить силы. Ну, точно. У кого-то может быть и предательство. Или обещания не выполнены. Все то, что я говорила. И знаете, мои дорогие львы и львицы, правда, для кого-то из вас я такое допускаю. Вы подведете демаркационную линию под прошлыми отношениями. Но это будет касаться тех, кто уже недоволен давно сложившимся союзом или развивающимися отношениями, или какой-то затянувшейся паузой. А у тех, у кого все хорошо, то тут наоборот со знаком плюс, потому что когда вот в таком соединении выпадают карты, то это вы вдвоем, причем на одной волне. И когда вы вообще не замечаете вокруг себя никого. Вот что-то такое, знаете, полярное может быть. Кто-то делает выводы, а кто-то наслаждается. Мы все разные. Давайте карту совет, вот мне так и хочется в целом. Ну вот холодность суждений, холодность мыслей, все-таки королева мечей, знаете, это и есть то, что вас из разряда достало. Ну, как известно из истории про образ Юдифи, уж она отрезала так отрезала. И именно это произошло, потому что никто не мог решить какую-то проблему, а решилась она одна на такой подвиг. Поэтому и вошла в историю Ветхий Завет. Но это какое-то однозначное решение, которое вам нужно принять в эти 10 дней и быть реалистом. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые львы, и будьте счастливы, будьте любимы всегда. Я благодарю, что вы смотрите мои видео, за то, что вы пишете подробно ваши житейские ситуации. Я ведь раскладывая прогнозы, вот эти карты, я ведь не вижу и не знаю, что там у каждого из вас. Вы мое вдохновение. Оставайтесь со мной.